Всем привет! С вами Наташа, и вы зашли на канал «Замуж в Индию». Парам, поздоровайся, пожалуйста, с нашими зрителями. Отвлекись на секундочку. Привет, друзья, привет. Видите, Парам уже профессионально грунтует, продолжает свое дело. И расскажи, пожалуйста, что это будет? What it will be? Что это будет? Для чего это? Shelter, we make shelter. Да, это вот детали послужат навесом, так скажем, да, навесом. Будет вот здесь, но я не знаю, меня что-то так пугает это, how it will be, я до сих пор не могу понять, может быть, это будет закрывать солнце, и тогда у нас действительно будет внутри, как в погребе. Ну, Парам говорит, что это очень хорошо, будет защита от дождя, мы тут сможем под этим навесом круглогодично сушить постиранная. Также можно будет складывать какие-то вещи. Мы сейчас с Парамом немного повздорили, я уже снимать не стала. В общем, он мне объяснил подробно на пальцах, объяснил, как это будет в итоге выглядеть, этот навес. В общем, знаете, сейчас, да, люди стараются увеличить пространство за счет окон, ставят панорамные окна, чтобы был прекрасный вид, а у меня получается... Вид будет как в подвале, ну вообще просто на какой-то хлам, ни солнца не будет, ни неба, ничего не будет видно, получается, из окна на кухне, но из спальни будет видно, но лучше бы, наверное, из спальни, в спальне мы спим. Хоть какая-то радость это посмотреть в окно на солнышко, но этой радости у меня не будет, будет просто какая-то тьма кромешная. Значит, ладно, видео вообще сегодня не об этом, значит, друзья, Элла уехала, вот, уехала, передаем ей большой привет. Вот, и перед отъездом, сейчас, секундочку, это такая нервотрепка, приходится постоянно отключаться, потому что у нас шумно, и у соседей тоже идет ремонт, и вот так вот нужно успеть вставить свою речь между звуками дрели, молотка и так далее. Значит, друзья, Элла уехала, она очень хорошо у нас отдохнула, набралась сил, энергии и позитива, и получается в последний день, Парамки, give me. You're not close. Последний день она согласилась дать интервью. Она была очень откровенна с нами и с вами, мои дорогие зрители. Вот, она рассказала о том, что ей пришлось пережить. Вот опять дрель. Ну все, прошу внимания. Пришли. Ну что, Элла, да, расскажи нам, нашим зрителям, как ты проводишь время в Индии, как ты отдохнула в Гоа. Поделись вот своими впечатлениями, эмоциями. Ну да, про Гоа и про Варанаси ты меня тоже что-то Да, я спросить. уже говорила зрителям, что следующий, после нас ты поедешь в Мумбаи, Гоа уже отменяется, а потом Варанаси. Варанаси, да. Для начала давай расскажи про Гоа. Я планировала отдохнуть, море, вот спокойно провести время, как-то в спокойствии. И получилось совершенно наоборот. У меня таких круговоротных путешествий еще не было. Ну, кажется, там Гоа, это все-таки медитируйте там возле моря. Но у меня столько много знакомств всяких было, столько всего происходило. Я даже с одной девушкой познакомилась. Аня, привет, Аня. Мы с ней в Мумбай ездили прямо с Гоа. На слипере на 2 дня. И я сейчас уточню, всяких... это та девушка, которая попросила ее не снимать на видео. Да, вот тогда в Мумбаи, да. Да. И со шведами всякими, израильтянами, столько много знакомств было. И с одним непальцем познакомилась тоже. Мы сдружились. А потом, тоже достаточно времени, сколько-то там проводили вместе. Он приехал в Гоа, в Арамболе именно, просто отдохнуть на 2 недели. И что очень интересно, он жил в Латвии 6 лет. Многие индейцы вообще не знают, что такое Латвия. Да. А тот человек с Непала, да, и жил 6 лет в Латвии. Там работал, теперь он потом в Индии, опять в Непал. И мне как раз в Маргау надо было ехать. Я запланировала к подруге. Я уехала, и там так траванулась, что меня в больницу положили. Меня просто подруга отвезла, что у меня уже настолько слабость была, что до подсознательного, уже чуть ли не
сознание теряла. А чем ты отравилась, ты знаешь? Они меня даже ругали. Если приезжаешь в гости, надо только домашнюю еду есть. А я не была голодная, пошла на пляж, и на пляже какую-то, что-то там, курицу с овощами заказала. Даже не салат, ничего там, не молочное. И вот, похоже, как этим траванулась. Потому что у них действительно чистая всегда домашняя еда. Ужас. Так что ты попала в больницу на сколько дней и где? На в 2 Маргау? дня в Маргау, да. Это платная клиника? Платная меня Ну, подруга расскажи отвезла. немножко, интересно, сколько стоит там день Вот 2 дня, находиться? Как там? одна ночь, 2500 плюс лечение. Было еще, может, 10 или 12 там. 2 суток ты там Да, провела? 2 суток. И Они сколько меня ты в еще целом хотели. потратила? 12,5 и плюс там лекарства, и плюс там несколько билов было. Мне антибиотики, это капельница все время стояла, антибиотики и электролиты, минералы всякие. И ты почувствовала, да, сразу тебе Да, полегчало? да, намного Как легче. отношения там? Отношения так непривычно, какие-то делегации прям заходят, вот доктор, потом помощник доктора, еще там 6 медсестер вот так вот заходят, вокруг кровати становятся. Я такая лежу. Ты одна находилась в Да, палате? одна. Или это- Отдельный туалет и кровать для друзей или родственников. И кондиционер еще. В Или почти. звездочном отеле, да, за 12 Да. тысяч. Еще они меня хотели на одну ночь оставить, но у меня уже так спина болела от их кровати. Я уже намного себя лучше чувствовала. Я уже перестала говорить, что у меня еще симптомы остались. Я просто оттуда хотела быстрее уехать. Хоть оно вроде и внимание, и все, но слишком много вот внимания как-то. Надоедливое. Ну, если вот тебе, это... в принципе, легче стало, Да. зачем тебе лишний раз и платить? Да, и, да, да. Анализы и уже зачем лучше. смысл там находиться? Вот, да. Они мне прописали антибиотики, но, правда, я их так и не пропила. А, извини, брали анализ крови? Чтобы Да, там да, да, исключить, Да, многие анализы брали. Я после пару дней больницы, мне намного лучше уже стало. И я быстрее решила вернуться в Арамболь. Что-то мне уже так это быстрее домой хотелось. Ну, мой дом на данный период времени. Я обычно езжу на автобусе, это занимает где-то с Маргау 4 часа до Арамболя, но я даже такси заплатила, 2500, по-моему, было, и 1,5 часа на такси ехала, потому что слабость была, я все-таки еще полностью не выздоровела. И вот хочу сказать, что вот я, конечно, общалась вот эти несколько дней вот со своим новым знакомым. Так интересно, Переписывалась, да? Когда ты была в больнице, да, вы да, да. поддерживали связь? Да, да. Планы были встретиться и как-то даже какое-то время провести еще в Арамболе вместе. И все. И так интересно, опять же, вот, что он даже латышский знал. Ну, мне это очень интересно было. Да, Кое-что даже неожиданно, да. В обед еще мы с ним пообщались, а к вечеру я уже приехала и думаю, чего он мне не отвечает. У меня первая мысль была, он телефон потерял. Как-то странно пропал или где-то забыл, или батарейка села. И потом через пару часов я узнаю, что после обеда, вот мы там переписывались, и после обеда он на пляже умер. Вот для меня такой шок, конечно, был. Это вообще, вот у меня первый раз в жизни такое, когда, ну вот именно планируешь с кем-то, что-то планируешь, вот ожидаешь там ответа, а человека раз и нету. Поэтому для меня вот это потом последующие несколько дней очень тяжелые были. Даже вот с шоком справиться. На следующий день вот, провели, его брат приехал, и выяснили, что это сердечный приступ. 39 лет. Совершенно здоровым выглядел, да. А потом на кремацию поехали. Я знаю, что в Индии не принято женщинам присутствовать, но, конечно, вот я столько кремаций видела чужих людей, но опять же, вот человек, с которым я только что говорила, и вот на следующий день его уже кремируют, это было очень тяжело. Ну, я рада, что потом через несколько дней оттуда уехала, хоть бы и хочется спокойствия и моря, но вот много чего как-то напоминало о нем.
Я хочу еще уточнить, а когда ему стало плохо на пляже, не пытался ли кто-то, он же, наверное, с кем-то там был, с другом, Да, и никакой не пытались помощи не вызвать скорую помощь? пытались, но лодка потом приплыла через вот эти спасатели, Так, жизненные а спасатели. почему лодка, почему не Потому по что берегу? там это такой пляж Sweet Lake. Кто с Арамболем знаком, тот знает, что туда надо минут 15-20 идти от главной дороги, туда даже машина не проедет. Только пешком, да? Даже Да, на только байке пешком. Нет, ни на проедешь? байке, ни на И что. поэтому Она подъехали такая на тропинка. лодке. Вот это На видишь, еще лодке. такое совпадение. Может быть, был бы он на каком-то Да, другом да. пляже, может быть, быстрее бы подъехали. Может быть, но на лодке это просто поразительно. У них никаких вообще приспособлений не было. Они даже не умели искусственное дыхание делать. Ужас. Это ж вообще по-любому вот это спасатели, жизненный да? Даже если да. они- И потом, когда они приплыли, они могли адреналин, допустим, вколоть. Ну вот такие вот. Я уже второй раз слушаю эту историю, мне Элла сообщил. Мне Элла еще заранее даже рассказывала о знакомстве с этим мужчиной, присылала фотографию, я еще что-то пошутила на эту тему, а потом через пару дней она мне пишет сообщение, сообщает такую вот ужасную новость. Мне аж плохо было ночью, ну, как свои тоже мысли такие вот были очень негативные. Сколько, да, жизнь непредсказуемая, в любой момент. Поменяем тему. Расскажи про Варанаси. Ты уже 3-й или 4-й раз собираешься ехать в Варанаси. Почему? Пятый раз. Меня, вот, кстати, уже спрашивали раньше, иногда меня задают этот вопрос, что ты опять туда возвращаешься. Не знаю, мне просто сам город так нравится, вот этот старый город, вот эти маленькие улочки, люди там, вот эти все пилигримы, да, так на русском, всем другая, и атмосфера другая, не такая, как вообще нигде в Индии. И возле реки интересно посидеть, там где-то кремации, а где-то могут дети рядом бегать, играть. Очень популярно у них там воздушными змеями. Просто вот так вот сидишь, вот эти необычная атмосфера, не да, очень необычная. Да? Да. Это тяжело писать. Вот просто вот даже сидеть и вот наблюдать это все. Как если ближе к кострам, после того, как тело сгорает, туда много животных приходит, и как они там овечки цветы идут, едят. Там козы что-то в прахе ковыряются. Ну, вообще, немножко, конечно, жутковатая, может, для кого-то атмосфера может быть. Но мне это очень интересно. Это не для всех. Я что-то вот Майе посылала, какие-то видео, она говорит, мне такое больше не посылай никогда. Ну, а ты вообще, когда первый раз там побывала, тебе не понравилось? Я помню, что ты даже снимала видео и решила удалить, а потом через время тебе вдруг показалось, что ты что-то еще там недопоняла, да? Вот. Нужно правильно слово, недопоняла. Недопоняла, и вот надо больше разобраться во всем. Я в другом районе остановилась, именно где этот старый город, там для меня больше подходит. Мы решили заново не переписывать этот сюжет. Сейчас небольшая поправка. Элла сказала пилигримы, да, как ты сказала. Я сказала преданные, а потом я вспомнила паломники. В общем, Элла говорила о паломниках. А вот что интересно, еще паломники женщины, они стригутся на лысо, подстригаются возле реки. Вначале, когда я туда приезжала, думала, что это волосы какие-то возле реки валяются. А это, когда идет кремация, родственник мужского пола тоже должен подстричься на лысо. Ну, это обязательно, да, это везде, это не обязательно там, это вообще вот у индуистов принято. Не, но не возле реки чаще именно. всего это сын. Ну, это если уже приехали, это как лучший вариант для индуистов. Кремацию совершить возле Ганги. Знаешь, что подумала? Может быть, у тебя какой-то есть страх смерти, и ты таким вот образом пытаешься преодолеть это. Смотришь и видишь, что можно на это все посмотреть с другой стороны. Там как бы индуисты к этому относятся настолько спокойно, как ты говоришь, дети рядом играют.
Если для нас это Ну, я как-то не задумывала, да, особо нет. Но вот если бы какой-то момент такой наступил, может быть, и страх бы пришел, но так особо я бы не сказала, как Бог мне сколько позволит жить, так вот и буду. Интересно, ты мне в размышления ввела. А мы, видите, здесь прячем фрукты от обезьян. Парам ушел, так он сидел здесь, охранял нас, а позвонил преподаватель, и он пошел забирать Артура. Вот, и мы сейчас боимся. Пока солнце не село, очень опасно, есть большой риск. И шоколад. И шоколадку, и фрукты могут съесть обезьяны. Нервничаю, сижу тут немножко, оглядываюсь. Посмотрите, кто повезет Эллу. Помните этого парня, которому Элла привезла монетки из разных стран? Все, настал этот момент прощания. Я говорю тебе до свидания, до следующего года. Next year. Нет особо времени. Ой, так, ну все, давай. Может быть, уже на 2-м этаже будешь в следующем году. Ну, я думаю, что закончат по-любому к этому времени. Все, давайте. Береги себя. Ну все, мои дорогие зрители, я тоже буду с вами прощаться. Артур с Эллой не попрощался, потому что он в школе. Вообще Артур последнее время и еще, наверное, месяц очень редко будет попадать в видео, потому что он очень сильно занят. Школа и подготовка к экзаменам. Ну все, мои дорогие зрители, всех люблю, целую, обнимаю. До скорых новых встреч. Пока-пока. Моя деточка. Идем. Подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет еще много всего интересного.